Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 18 июля, поговорим о народном празднике Афанасьев день. Почему этот день знаменит не только благодаря Афанасию, но и лунному празднику. Вы знаете, именно в этот день, 18 июля, Луна наиболее сильна и энергетически максимально активна. Поэтому в этот день считаются различные заговоры, в которых просят у месяца помочь обрести счастье, удачу, богатство, финансовое благополучие и так далее. Потому что именно сегодня Луна обладает особенной силой. Как провести этот день, что нельзя ни в коем случае делать, а также проведем с вами ритуал на богатство далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с тем, кому вы желаете мира, любви, финансового благополучия и гармонии. Сегодня, 18 июля, отмечается народный праздник Афанасьев день. В церковном календаре этот день посвящается памяти преподобного Афанасия Афонского. Данному святому принято молиться, дабы обрести скорейшее выздоровление, либо избавить от мучений смертельно больного человека. Также сегодня именно его просят, чтобы обрести успех в финансовых вопросах или трудовых свершениях. Другие названия праздника этого дня – Афанасий, День месяца или лунный праздник. Праздники Иван Купала и Петров день считаются датами Солнца, а вот Афанасьев день 18 июля – это праздник Луны, праздник месяца. И на Афанасия наши предки отмечали праздник месяца. Вечером 18 июля было принято выходить на улицу и наблюдать за Луной. Считалось, что от этого человека прибавится сил. Еще в народе верили, что нужно смотреть на Луну, чтобы не болели зубы. Мужчины старались как можно дольше смотреть на небесные светила. Считалось, что это помогает обрести истинное человеческое счастье. Также для улучшения своего материального положения рекомендовалось выйти во двор и потрясти своим кошельком с монетами в тот момент, когда месяц выходит на небо, и сказать следующие слова: «Месяц, месяц, народи нам еще кучку денег». 18 июля наши предки-славяне праздновали именины месяца и заодно чествовали его родителей – рогатого Велеса и луноликую Мару. Согласно народным поверьям, месяц имел множество воплощений. Он был и Велесовой ладьей, на которой души умерших переправлялись в загробный мир, и серпом Мары, рассекающим нити жизней, и Навью, чарой, чашей колдовства, наполовину месяца наполняющейся, а вторую половину убывающей. В этот день славяне выходили смотреть, как играет именинник, месяц. Если он-то изменил свой цвет, то прятался за облаками, то выходил из них. Считалось, что людей ожидает обильный урожай. Если же праздник приходился на новолуние и чудесный серп не был виден на небе, наши предки верили, что в это время он освещает Велесовый дуга в Наве. И это поверье сохранилось в заговоре от зубной боли. Полезным помогали также провести сегодня чистый обряд, то есть убраться в доме, вымыться в бане и сменить всю одежду на чистую. После этого месяц должен был подарить хозяевам здоровье, а их дом наполнить достатком. Волхвы в именинную ночь выходили созерцать ясный месяц, чтобы умножить свою мудрость с помощью вещего Велеса. Но обычным людям долго смотреть на месяц в этот день было заказано. Наши предки верили, что у таких Мара может выпить всю жизненную силу. К Луне всегда относились с почтением. Удачливым для всяческих начинаний считался период от новолуния до полнолуния. И на лунном ущербе старались никаких новых дел не затевать.
Конечно же, существовали в народе и другие народные приметы на этот день. Например, желтые, как медь, облака предвещали скорый дождь. Также предвестниками скорого дождя были тучи, пришедшие с гнилого кута, то есть с юго-запада. В этот день хозяйки готовили даже особенное печенье, замешанное на большом количестве сливочного масла, меда, муки с добавлением орехов и мака в виде полумесяца. Готовое изделие поливали растопленным медом и посыпали маково-ореховой массой. Его выносили на улицу и угощали не только соседей и пришедших в гости родственников, но и прохожих, чтобы оно добавило сил и принесло удачу. И в году такое печенье пекли несколько раз: 18 июля на Рождество и на Новый год. С 18 июля хозяйки начинали заготавливать лечебные растения, собирая их под лунным светом. А вот незамужние девушки выходили в полночь на улицу, расплетали волосы и трижды крутились вокруг своей оси. Согласно поверью и народным приметам, они таким образом красовались перед ясным месяцем и зазывали к себе женихов. Купцы в день Афанасия трясли своими кошельками, глядя на луну, чтобы она помогла увеличить заработанное. Если новорожденный много плакал, мать, завидев 18 июля на небе луну, трижды катала его с бочка на бочок, и тогда малыш успокаивался. Сон с 17 на 18 июля считался вещью, который сулил обновки или материальную прибыль. Исполнение сна, приснившегося в этот день, не стоит ждать раньше, чем спустя 19 дней. Произойдет оно в 20-й день, а впечатления, полученные от исполнения сна, будут максимально соответствовать эмоциям, которые вы ощутили сегодня утром. И в этот день, 18 июля, читались различные заговоры, проводились ритуалы, обряды, в которых просили у месяца помочь обрести счастье, удачу, богатство, финансовое благополучие, любовь, красоту. Почему именно сегодня, 18 июля? Дело в том, что именно сегодня Луна обладает особенной силой. И именно сегодня, 18 июля, вы можете провести обряд на богатство. Для этого возьмите крупную купюру. Если у вас таковой нет, то можно несколько, желательно как можно тогда в меньшем количестве, но чтобы в сумме получалось 1000. Далее загнуть у этой банкноты нужно уголки, чтобы образовался таким образом треугольник. Положить на подоконник, освещенный лунным светом, и сказать следующие слова. Как небо звезды к себе привлекает, как ночь день к себе тянет, так и ты, денежка, подружек своих привлеки, и в кошелечек мой тяни, да будет так. После этого, после того, как вы сказали, деньги нужно положить в потайной карман своего кошелька и оставить там на 40 дней, именно ровно 40 дней. И ни в коем случае не притрагиваться к этой денежке. И через указанный срок финансовые ваши дела действительно пойдут в гору, и вы заживете уже своей другой жизнью. Вот, друзья, вот такой у нас с вами день, 18 июля. Обращайте внимание на Луну, просите у Луны благополучия, здоровья, красоты. И действительно, Луна, так как она имеет особую силу и энергию, обязательно поможет вам.